Всем привет! Сегодня поделюсь с вами необычным рецептом приготовления пирога-перевертыша с яблоком в карамели на песочной основе. А название этого пирога – тарт-татен. Он получается необычный и очень вкусный. Первым делом в емкость просеем муку с разрыхлителем и солью. Тесто получается с соленой ноткой. Такое сочетание очень интересно в контрасте со сладкой карамелью. Ну а я напоминаю, что все граммовки в наших видео мы пишем в описании под видео. В емкость с мукой натираем замороженное сливочное масло. При этом каждый раз слегка обволакиваем кусок масла в муке, чтобы оно не приставало к терке и лучше натиралось. Перемешиваем смесь муки и масла до образования крошки. Отделяем желтки от белков. В этом рецепте белки нам не понадобятся. Но из них, конечно, можно приготовить очень вкусное безе. Если вы хотите увидеть, как правильно и вкусно приготовить безе, пишите об этом в комментариях. В желтки добавляем сахар и хорошо перемешиваем венчиком. Вливаем желтки к полученной крошке, замешиваем однородное тесто. Пока я это делаю, у вас есть время подписаться на канал, чтобы не пропускать еще больше аппетитных видео. Убираем его в холодильник на 10 минут, чтобы потом было легче раскатывать. На пергаментной бумаге рисуем круг, равный диаметру формы. Тесто выкладываем на один лист пергамента и сверху накрываем вторым листом. И раскатываем его в намеченный круг толщиной около 5 мм. Отправляем тесто в холодильник, а тем временем займемся карамелью. В сковороду насыпаем обычный белый сахар и можно добавить немного ванильного. Растапливаем до образования однородной блестящей карамели. Выливаем карамель на пергамент и даем ей остыть. Остывшую карамель измельчаем в блендере до однородной крошки. Короткие варианты рецепта вы можете найти в нашем ТикТоке, ссылка в описании под видео. Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем их на 4 части, удалив сердцевину. Разъемную форму застилаем пергаментной бумагой. На дно формы насыпаем часть карамельной крошки. Сверху выкладываем яблоки бочком один к другому и так по кругу. Яблоки посыпаем оставшейся карамелью. Также напоминаем, что у нас есть свой телеграм-канал. Ссылка на него есть в описании под видео. И сверху накрываем охлажденным тестом. Тесто необходимо проколоть, чтобы оно не вздувалось. Пирог отправляем в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Ставь лайк, если тоже любишь такие рецепты.
После чего достаем его, даем немножко остыть и переворачиваем на тарелку. Вот такой ароматный и аппетитный пирог у нас получается. Заварим вкусный чай и наслаждаемся. Всем приятного аппетита!